Всех приветствую на моем канале. В комментариях к предыдущем видео про метро вы просили меня рассказать о принципе работы всей системы метро. В этом видео я покажу, как создать автоматическую систему с остановками и защитой от столкновений. Для начала рассмотрим, какие инструменты и блоки мы будем использовать. Первый — это сигнальный блок. Он является основой всей сигнальной системы. Мы будем располагать их недалеко от рельсов и соединять между собой с помощью блока сигнальной привязки. Принцип действия, я думаю, очевидный, разве что когда поезд едет от первого сигнала ко второму, первый сменит красный сигнал на желтый. Далее нам понадобится приемник и блок удаленного сигнала. Принцип их действия довольно схож, разве что удаленный сигнал дублирует цвет сигнального блока, а приемник выдает сигнал красного камня на настроенные цвета светофора. Чтобы создавать соединение к этим блокам, нужен сигнальный тюнер. Посмотреть соединение можно с помощью очков путевого обходчика, настроив их на сигналинг. Еще один важный блок — это якорь администратора. Он заставит поезда работать, когда игрока нет рядом. Очень важно, чтобы якоря покрывали все участки путей. Чтобы увидеть покрытие, нужно настроить очки на Anchor. После расположения якорей нужно решить, какой тип составов будет использоваться. В комментариях спрашивали, почему я использую не локомотивы, а только прицепные вагоны. Поскольку поезд уходит в оборотный тупик, то в нем локомотив станет последним вагоном. Заставить локомотив ехать в обратную сторону, конечно, можно, но такая система получится очень сложной и непрактичной. С вагонами все гораздо проще, они могут ехать в любую сторону. Станции и составы лучше всего использовать одной длины. На этой карте каждая станция имеет длину 14 блоков с расчетом на 3-вагонные составы. Начнем расставлять сигнальные блоки. Они должны быть в оборотных тупиках и на линиях. На линии я советую располагать блоки таким образом. Верхний блок смотрит в сторону, откуда поедет поезд, а нижний смотрит, куда поедет поезд. На конечных станциях верхний блок будет не сигнальным, а удаленного сигнала. Теперь разберемся со станциями. Для задержки поезда я ставлю два удерживающих пути. Первый для ожидания на станции, а второй для предотвращения выезда на занятый перегон. Монтировкой настраиваем путь так, чтобы стрелка показывала направление движения поезда. Для задержки я использую обычную очередь из повторителей и приемник. Соединим все сигнальные блоки. Блок удаленного сигнала соединяется с дальним сигнальным блоком оборотного тупика. Теперь настроим приемники. Приемник соединяется с входящим на станцию сигнальным блоком. Настраиваем сигнал камня приемника на красный цвет. Таким образом, таймер запустится только после остановки состава. Второй приемник на конечных станциях привязывается к первому сигнальному блоку оборотного тупика. На промежуточных станциях привязываем к верхнему блоку светофора. Настраиваем сигнал камня на зеленый цвет. Приемники на оборотных тупиках привязываем к нижнему сигнальному блоку светофора станции, на который будет выходить поезд. Настраиваем сигнал камня также на зеленый цвет. Теперь настроим защиту от столкновений на самом перегоне. Для этого ставим удерживающий путь и приемник. Приемник привязываем к нижнему сигнальному блоку светофора станции, на которую следует поезд. Настраиваем сигнал камня приемника на зеленый цвет.
Теперь я настраиваю последний приемник на оборотном тупике и на одном составе проверяем, правильно ли мы все настроили. Как мы видим, поезд удачно совершил круг, поэтому увеличим количество составов на линии. Такая система может выдержать очень плотный трафик. Например, система из 4 станций и 2 оборотных тупиков может регулировать движение целых 7 составов. Но чтобы использовать больше 6 составов, нужно делать большие перегоны. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Напишите в комментариях, про что бы вы хотели следующее видео. Спасибо за просмотр.